Последнее время меня очень занимает одна мысль. Компании меняются быстрее людей. Только подумайте, компании меняются быстрее людей. Это значит, что любые изменения моделей, структур, продуктов происходят быстрее, чем изменения поведения работников, которые в этом участвуют. Руководители, которые уже достигли успеха в бизнесе, сегодня все чаще ловят себя на мысли, что делать с работниками, почему они не мотивированы, почему они не лояльны. В конце концов, где у них кнопка? Мы много лет создавали и внедряли разные процедуры, связанные с человеческим фактором. Но язык, на котором разговаривает HR, всегда сводил меня с ума. Мы используем слова, которые по-прежнему плохо понятны бизнесу и мало ему помогают. Очень часто мы опираемся на то, что руководители называют оптимальной практикой. Оптимальная практика – это когда нам хочется взять лучшее и применить в своей компании. Но многие согласятся, так не работает. И вот мои уроки как человека, который преподает предмет «Организационное поведение», науку о человеке в организации, о группах и командах, о структуре, науку о том, как создавать пространство, в котором хорошо развиваться самому и строить бизнес. Урок первый. Ваши сотрудники – взрослые люди. Мы создаем для них огромное количество системы ограничений. Но это взрослые люди со своими убеждениями, ценностями и обязательствами. Они члены общества и хотят изменить мир к лучшему. И если отталкиваться от этого, результаты вас удивят. Урок второй. Задача менеджмента – создавать крутые команды. Все люди в компании являются частью каких-то команд. Но оценит работу ваших команд ваш клиент. Урок третий. Люди хотят делать то, в чем есть смысл. Сделав это, они хотят двигаться дальше. Никто не будет заниматься одним и тем же 50 лет. Удерживать сотрудников, чтобы просто удержать, не имеет никакого смысла. Это вредно и для них, и для нас. Но каждый, кто вас покидает, становится послом вашего продукта. Урок четвертый. Каждый человек в компании должен понимать бизнес. И лучшее, что мы можем сделать, постоянно объяснять друг другу, чем мы занимаемся, на что мы обращаем внимание, какое поведение мы считаем ценным. Урок пятый. Каждый сотрудник компании должен уметь говорить, слушать и слышать. Правильные коммуникации – это основа коллективного разума компании. Знаете, почему так сложно давать обратную связь? Плохая новость в том, что мы в этом не упражняемся. И, кстати, наш мозг воспринимает критику как физическую боль. Но есть хорошая новость. Человек может принять и изменить все, что вам нужно, если чувствует свою ценность и значимость. Именно поэтому так важно переосмыслить понятие обратная связь, доверие, лояльность. Урок шестой. Работа компании не может противоречить ее ценностям. И если вы часть команды, лидеров, вы сами должны исполнять то, что предлагаете другим людям. Люди не могут делать того, чего сами не видели. И если мы говорим «мы здесь за справедливость», каждый человек на своем рабочем месте должен понимать, что это значит. И, наконец, урок седьмой. Любая компания должна быть рада изменениям, потому что в изменениях открываются новые возможности, новые ценности. Помните, с чего мы начали? Компании меняются быстрее, чем люди. А это значит, что все вопросы, связанные с эмоциями, убеждениями, мотивацией, лидерством, командами, структурами и репутацией, важны как никогда. Нам необходимо понимать, как это работает. Есть забавная цитата: «В бизнесе нет правил, их просто нужно знать». И чем быстрее мы становимся частью этих изменений, тем интереснее жить. Добро пожаловать в путешествие по обучению науке управления собой и людьми в компании.